Друзья, всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. Сегодня мы вам расскажем, где мы остановились, немножечко о городе Эль-Нидо, погуляем по центру и покажем местный пляж. Друзья, мы находимся в отеле La Casa Teresa, который располагается в городке Эль-Нидо. Сегодня мы познакомим вас с этим отелем, покажем нашу комнату, где расположились, какой здесь бассейн, какой здесь район. Сейчас я нахожусь у дороги, в которой в целом располагается этот отель. Там у нас трициклы, на которых можно постоянно уехать. Здесь есть небольшие магазинчики. В 500 метрах отсюда также есть кафешки. Там можно взять кофе, там можно сходить на массаж. В целом, как бы, все доступно. Если вам нужно купить попить там или что-то из еды, то это можно даже сделать в отеле. Цены не отличаются от тех магазинов, которые располагаются рядом, поэтому на ваше усмотрение. Но в целом магазинчики рядом тоже есть. Так выглядит отель с дороги. Мы, когда ехали в автобусе, сразу попросили нас остановить. И остановили, мы сразу же заехали. Табличка La Casa Teresa. Здесь контактные данные, также мы их оставим в описании под видеороликом. Очень много зелени, сразу же, знаете, как будто ты вот действительно приехал в какую-то курортную зону. Здесь есть небольшие инста-зоны, где можно сделать фотографии с логотипом этого отеля. Вот одна такая зона, вот вторая, скамеечки. Здесь многие туристы ждут начала их экскурсий, потому что именно отсюда забирают агентство в туры ABC. Тоже очень много зелени. Ну и пройдем на ресепшн. Здесь тоже небольшая зона ожидания. Такая приятная мебель, красивая, экологичная. Есть вентилятор. Кстати, здесь вообще абсолютно не жарко. Продувает ветерок. Здесь находится ресепшн. Нас очень быстро заселили без всяких вопросов. Сразу же нам сказали, во сколько завтраки. Здесь продается сувенирная продукция, которая еженедельно пополняется. Мы видели как раз, как приехала поставка. И вот можно купить футболочки с логотипом Эль-Нидо. По стоимости, как я вам уже говорила, да, кстати, даже, видите, лайкры есть, поэтому очень многие сюда приезжают без своей лайкры и здесь закупаются. Я прям сама видела, как уезжали туристы на экскурсию местные и покупали здесь футболочки и уезжали. Вот, поэтому цены не отличаются реально от тех, что в центре города. Здесь можно приобрести снеки. Мне, кстати, нравятся местные снеки, как они, знаете, типа сделанные под читос, на самом деле просто чизи. Уф, и посмотрите, какой размер, просто пол моей руки. Также напиточки можно купить, дошки. Здесь у нас зона с завтраком. Также очень многие здесь сидят с телефонами, потому что здесь интернет ловит лучше. У нас не всегда дотягивается в номер, но мы как-то вот находим вариант того, чтобы у нас интернет был доступен. Через один телефон оставляем, выключаем его как роутер, и он раздает нам интернет, чтобы он нас дотягивался до номера. Вот, поэтому, видите, здесь можно также заказать себе обед, ужин. Ну, по стоимости это вот получается там туна-паста, карбонара. В общем, вся паста по 250 рублей примерно. Сэндвичи по 150 рублей, чай, кофе. И вот здесь вот горячие блюда тоже от стоимости там типа от 150 до 300 рублей, поэтому все очень доступно. Круглосуточно доступен вам чай, ну, горячая вода. Если у вас есть чай, вы можете сделать кофе. Пожалуйста, вот здесь вот стоит питьевая вода, тоже всегда ее пополняют, не возникает с этим никаких проблем. Ну и, конечно же, зона для завтрака — это просто что-то бомбическое, потому что открываются виды на прибрежную часть города Эль-Нидо, на все эти скалы, которые окружают город. Невероятно красиво. Безумно просто. Смотрите, сколько зелени. Очень миленько за такую доступную стоимость, как 2000 рублей за ночь вместе с завтраком. Я думаю, это супер вариант, потому что в Эль-Нидо в целом не дешевая стоимость на отеле. Наш номер располагается на первом этаже. И да, вы сейчас слышите стройку, она находится не в самом отеле, а где-то там справа. Но Эль-Нидо — это вообще бесконечная стройка, так же, как и на многих других городах и островах на Филиппинах, потому что
туризм у них еще развивается, особенно после коронавируса. Очень много ведется строительства, потому что на 2 года оно буквально застыло. Так же, как и отели некоторые, там, знаете, стройка. И вообще там, конечно, все было очень сложно. Нам сейчас местные все это рассказывают, жалуются. Ну, у всех стран свои проблемы. Это зона уже другого отеля. Но здесь как бы ее видно. Здесь видно, что растет папайя, бананы. Здесь спускаемся вниз и проходим в наш номер. Наш номер находится у бассейна. Там Кирилл летает на дроне. А я покажу пока вам наш номер. Пока это, наверное, лучший отель из тех, что у нас были. Ну, ничего особенного, конечно, но есть двуспальная кровать, есть полотенце, столик, на котором можно работать, большое окно, из которого открывается вид на бассейн и на зелень. Здесь небольшой шкаф, да, он небольшой, но этого будет достаточно. Хорошо работающий кондиционер, телевизор. Так, ну и давайте пройдем еще в ванную комнату, точнее в душевую, потому что ванн практически нигде нет в отелях на Филиппинах. Ну что ж, вот есть раковина, туалетную бумагу положили, есть мыло. Вот, ну, душ вот такого формата. Горячая вода есть, что важно, потому что не везде в отелях по Эль-Нидо есть горячая вода. Поэтому вот такой у нас номер, скромный, в целом просторный, ну и открываются хорошие виды. В целом нормально. Наш номер расположен рядом с бассейном, поэтому, не отходя от кассы, так сказать, можно пойти и окунуться в водичку, немножко охладиться. Сейчас мы пришли на завтрак. Томочка наливает себе уже кофе. Здесь всегда есть растворимый кофе, сахар тростниковый и сливки. Так, смотрите, что у нас на завтрак. Жареные яйца, пышные панкейки, бананчик. И все это можно еще залить шоколадным сиропом. Друзья, так выглядит центр города. Очень много кафешек, магазинчиков. Везде агентства, которые продают туры ABC. Также можно отправиться на дайвинг. Хотя я слышала, что на острове Корон будет поинтереснее. Вот так выглядят массажные центры. По стоимости, смотрите, шведский самый обычный 500 песо. Traditional массаж филиппинский 900. Но, опять-таки, цены варьируются, есть по 700, есть по 800. Вот, например, рядом с нашим отелем отличный массаж стоит 700 песо, именно филиппинский, с банановыми листьями, очень крутой. Вообще, очень важное правило – не останавливаться надолго, потому что сразу же начинает спрашивать, в чем дело, предлагать свои услуги. Любой таксист будет предлагать вот эти вот туры ABC, агентства, и у всех на самом деле цена практически одинаковая. Поэтому тут нужно лишь по отзывам судить. Я сейчас хочу направиться в кафе, там немножко поработать, заниматься с братом английским языком. Я с ним всегда занимаюсь в последнее время. Кстати, сейчас вам покажу магазинчик неплохой. Ой, здесь очень классные вещички, и топики, и футболочки, такие, знаете, фирменные прямо. Travel Peak называется. Очень классный магазин. Мы заходили внутрь, смотрели. Ну, по стоимости, конечно, дороговато. Также, когда проходите по центру города, тут есть небольшие палаточки. Сумки тоже очень классные. Вот такие вот. Видим, как многие локальные туристы с ними ходят. Сувениры, магниты, сумочки из ротанга, как на Бали. Еще один магазин, который мне безумно нравится. Здесь и для мужчин очень красивые плавки по 2300 песо. Бейсболки, панамки. Но мне, как обычно, ничего не подошло. Оно мне большое. Различные браслетики. Кстати, такое стоит 400 песо. Такие по 300 песо.
Даже если ты ничего не покупаешь, у филиппинцев постоянно привычка благодарить тебя. Вот реально, вот мы уже заходили, это я зашла не первый раз в этот магазин, постоянно вот говорят спасибо, спасибо, очень благодарны. Прямо дружелюбие всегда на лице. Мне кажется, что это вообще один из самых таких дружелюбных азиатских народов. Здесь очень много трициклов, на которых можно доехать до любой желаемой точки за 100 песо. Издалека уже меня кричат и зазывают на экскурсии. Ой, вот это моя любимая часть города, когда идешь, а перед тобой вот эта вот огромная красивая скала. Я даже не знаю, мне кажется, на Краби похоже. Конечно, неправильно сравнивать с другими странами, потому что Филиппины это все-таки что-то свое. И религия другая, и люди другие. Так, где-то моя кофейня уже должна быть рядом. Вот она. Все, ребята, сейчас я немножко попью кофе, позанимаюсь и вернусь к вам. Сначала собиралась в одну кофейню, там оказалось, что нет интернета, поэтому пришла ту, в которую уже до этого приходила. Это не просто кофейня, где можно взять кофе. Кстати, вот вам цены на кофеючек. 170-180 песо за горячий или холодный напиток. Вот. Это еще и магазин различных деликатесов. То есть здесь можно купить и оливковое масло, артишоки, оливки, в общем, разные вкусности и большинство продуктов из Италии. Также помимо этого здесь есть зарубежные сыры. Есть вот с плесенью сыры, я вижу, камамберт, бри. Вот, поэтому вот такой вот магазинчик со всякими вкусностями. Но цены вот на это я не узнавала, а кофе здесь реально очень вкусный и интернет очень хороший. Продаются различные кокосы. Холодный кокос, кстати, стоит 90 песо. В Маниле я брала кокос по 50 песо, но учитывая, что Эль-Нидо все-таки курортная зона, и это центр города, 90 песо не такая плохая цена. Это получается около 100 рублей. Вот здесь, конечно, шумно. Видны туристы. Но должен сказать, что прям, знаете, как-то их очень много. Вечером здесь работают палатки с бургерами, где можно их заказать. О, и сейчас можно, видимо. Просто отходил продавец. Еще магазинчики. Кстати, вещи неплохие. Вот так выглядит агентство, где можно заказать туры ABC. Давайте подойдем поближе. Есть еще тур D, но я думаю, что после 3 туров нам этого будет достаточно. Вот, например, видите, тур A стоит 1200 плюс 200 песо налог получается. Здесь тур B 1300 без налога, тур C 1400. Везде похожие цены. То есть дешевле этой цены, конечно, нигде нет. Она у них стандартная, поэтому конкуренции практически нету. Еще одно агентство, те же самые стоимости, но здесь, видите, здесь не указывает про налог, но стоило бы, потому что он есть. Ну и постоянно все зазывают. И вот то же самое вы увидите, если вы поедете в такси. То есть таксисты предлагают те же самые цены. Еще одна интересная информация, то что если вы после Эль-Нидо едете в Корон, то старайтесь приобретать билеты заранее, потому что бывает такое, что выкупают вообще все билеты. Мы планировали сначала уехать на одну дату, я вот заходила в кассу, и оказалось, что билетов больше на эту дату нет. Хотя на следующий день, ну, как бы их полно. Но у нас из-за этого вот, как бы, пришлось немножко переиграть планы. Ну, ничего страшного, как бы мы особо ничего не потеряли с этого. Но, тем не менее, имейте в виду, что если у вас что-то запланировано, то нужно приобретать билеты сразу. Потому что сайт не работал. Тут ходят 2 компании, получается, до Корона. 2 лодки. В Монтенегро, вторую я не запомнила, но вот мы поедем как раз таки второй. Кстати, в Эль-Нидо есть большой супермаркет, он называется «Принц». Они даже его называют гипермаркетом. И там даже есть цены. Потому что, когда заходишь в маленький магазинчик, то чаще всего цен нет, и приходится спрашивать их у продавца. Кстати, те, кто снимает квартиры на Филиппинах, знают, что чаще всего в них нет стиральных машин, поэтому все используют laundry room. Вот так он выглядит, например. Здесь тоже на каждом шагу он есть. И здесь стоимость от килограмма. Вот давайте, например, пойдем посмотрим поближе. Например, значит так, 100 песо за килограмм. Готово за 4 часа. Ну, я думаю, цена даже очень хорошая. Так, я вышла сейчас из центра и хотела вам показать еще одно примечательное место. Это местный рынок вещей, где можно купить сувениры по невысоким ценам. Здесь также можно еще поймать трицикл, чтобы уехать к себе в отель или в какую-нибудь другую часть острова.
Что у нас здесь имеется? Ну вот сумочки, как я вам уже показывала в центре города, различные маски. Вот так продолжаются ряды палаток. Необходимо, тут можно купить, кстати, вот такую вот сумку, она может пригодиться вам на экскурсиях. Обязательно берите себе тапки, потому что в этих турах будут кораллы, и под ним неудобно будет ходить. А эти тапки в целом как бы должны спасать. Так, ну и маска, трубка на ваше усмотрение можете здесь приобрести, можете брать в прокат потом в туре. Так, палаток очень много, есть все необходимое, поэтому стоит недорого, можно еще и поторговаться. Это я сейчас, ребят, прошла овощной рынок фруктовый и увидела, как несут огромный джекфрут. Сразу же достала камеру. Офигеть. Он же очень тяжелый, он килограмм 20, наверное, весит. Как вы видели, начало пути мы проделали на трицикле. Направляемся мы в кафе. Кафе здорового питания. Может, по мне, конечно, не скажешь, что я приверженец здорового питания, но сегодня проверим, что за здоровое питание там будет. Это новое кафе, оно популярно своими завтраками, ланчами и ужинами. Делает различные боулы фруктовые. Ну, посмотрим все сами. Дошли до этого кафе, оно оказалось весьма популярным, потому что находится недалеко от пляжа. И все, кто возвращается с пляжа, заходят сюда, пьют здоровые соки, берут болы и наслаждаются атмосферой. Нам уже принесли наше первое блюдо. Это тунец и гречневая лапша сома. В лапше также есть капуста, перчик. Интересный соус. Похож на какой-то апельсиновый соус. Знаете, что такое цитрусовое. Попробую спрингроллы. Вьетнамское блюдо, приготовленное в рисовой бумаге. Внутри различные овощи, лапша подается соусом арахисовым. Все очень свеженькие. Мы заказали себе смузи. Я из манго, Кирилл из ананаса. Очень вкусный, нежный вкус. Мне кажется, это пока самый вкусный напиток, который мы пробовали на Филиппинах. После нашего обеда мы пришли на пляж, который находится совсем рядом с этим кафе. Называется он Лас Кабаньяс. Или по-другому мы еще при входе видели надпись Vanilla Beach. Но это, скорее всего, из-за того, что здесь располагается рядом резорт, который носит такое же название. А до этого этот пляж назывался Лас Кабаньяс, либо Мари Мек-Мек, в честь дерева, которое тоже здесь находится. И растет чуть позднее, мы вам его покажем. Да, друзья, место очень красивое, такая живописная бухта. Волны здесь тоже присутствуют небольшие. В общем, комфортно, я думаю, здесь находиться, купаться. Сегодня еще очень приятная погода, она не жаркая, то есть не солнечно, но тем не менее и не холодно. Поэтому решили немножко отдохнуть на пляже. Сейчас мы немного прогуляемся вдоль берега, посмотрим, что здесь еще есть интересного. Мы слышали, здесь есть зиплайн, возможно, его подснимем, покажем вам, расскажем актуальные цены. Мы здесь видим огромное дерево, на котором написано, что меня зовут Мари Мек-Мек. Раньше так назывался пляж Лас Кабаньяс, но теперь его все называют именно Лас Кабаньяс, а вот это вот сложное Мари Мек-Мек уже забыли, но, видимо, в честь этого дерева и был назван когда-то пляж. Слева находятся небольшие кафешки, есть даже резорт.
Чуть впереди есть зиплайн, на котором можете прокатиться. Сейчас мы уже дошли до зиплайна. Сейчас сверху будет прилетать человечек. Вот, смотрим. Вот здесь. Посмотрели актуальные цены. Зиплайн стоит 600 песо. Это если вы садитесь, ну, скажем так, сидя, скатываетесь. И 800 песо, если вы хотите прокатиться в позе Супермена, то есть лицом вперед. Уж не знаю, почему на 200 песо дороже стоит, если вы хотите прокатиться лицом вперед. Но такие вот расценки. Ребята, имейте в виду, что для того, чтобы искупаться, лучше подходить ко входу к пляжу, потому что там, где мы остановились, да, поодаль, там встречаются камни, рифы, не очень удобно заходить. Кстати, если говорить об инфраструктуре пляжа, то она очень развитая. Здесь вокруг есть кафе. Я у них не спрашивала, но знаю, что система следующая. Вы берете некий депозит, там 1000-2000 песо, заказываете на эту сумму еду и можете пользоваться лежаками. Также здесь продают кокосы, соки, есть там маленький магазинчик с местными продуктами. Сейчас мы с Томочкой уже вдвоем искупались. На самом деле нам понравилось. Камушков в той стороне совсем немного, а потом дно становится очень песчаное, приятное, и небольшие волны есть. Да, может быть, водичка не такая лазурная, но вокруг атмосфера такая красивая, пальмы, соседние острова, поэтому купаться весьма приятно. Да, солнышко уже садится, скоро будет закат. Возможно, тоже немножко его поймаем. Когда купалась, увидела, что здесь продаются кокосы. Кто-нибудь обязательно обслужит. Hi, one coconut, please. Стоимость кокоса здесь 50, помните, в центре мы гуляли, и я вам показывала, что кокос там стоит 100. А здесь получается цена, как в центре Манилы, где, собственно, вообще все дешево. Это очень дешево, это получается чуть меньше $1. Несмотря на то, что он не холодный, очень приятный. Кстати, купаться нам с Кириллом тоже понравилось. Ну, может быть, в начале, когда заходишь, там встречаются камушки, но после идет песочек. И, может быть, вода там, знаете, не такого лазурного цвета, как хотелось бы, но, тем не менее, вот эта вот вся окружающая атмосфера, пальмы, острова вокруг, в общем, это все вдохновляет, все красиво, и купаться действительно комфортно и приятно. Присутствуют небольшие волны, а мы их с Кириллом очень любим. Хотя до этого читали, что на этом пляже вообще нет волн, что такая, знаете, бухточка. Ну, может быть, сегодня повезло, потому что дует небольшой ветерок. Поэтому благоприятная погода, настроение и красивый пляж. Ребята, напишите в комментариях, как вам такой выпуск в формате лайфстайл. С завтрашнего дня нас и вас уже ждут приключения морские, отправляемся в морские туры. Поэтому подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, ставьте лайк и скоро увидимся. Всем пока! Всем пока, друзья!